Зеленский надеется, что Трамп приедет в гости, а пока готовится к встрече в солнечной Флориде. Уже близкий к договоренностям, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Трамп уговорил Путина. В России приговорили бывшего дипломата к 12 годам колонии строгого режима, якобы сливал информацию американцам. За деньги. СБУ предотвратила заказное убийство офицера украинской разведки. Киллера завербовала ФСБ через Телеграм. Израиль первым в мире признал самопровозглашенный Сомалиленд. Нетаньяху пообещал замолвить слово перед Трампом. В Якутии топливный кризис, на котельных заканчивается уголь, и это при минус 42. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Анализ коммерческих спутниковых снимков, проведенный американскими исследователями, указывает на вероятное размещение российской баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник» на территории бывшего военного аэродрома Кричев-6 в Могилевской области Беларуси. Эксперты оценивают уверенность в этом примерно в 90%, ссылаясь на характерную инфраструктуру, железнодорожную точку разгрузки, замаскированные позиции и объекты охраны. По имеющимся данным, «Орешник» способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки и имеет дальность, позволяющую поражать цели на большей части территории Европы. Белорусские власти ранее заявляли, что комплекс уже заступил на боевое дежурство в декабре, называя его элементом стратегического сдерживания. Размещение российских ракет в Беларуси усиливает напряженность в регионе, расширяет потенциальную зону угроз и вызывает обеспокоенность у Украины и стран Запада, которые расценивают этот шаг как очередной элемент военной интеграции Минска и Москвы. Президент США Дональд Трамп в интервью «Политика» заявил, что любые значимые шаги Украины, включая военную помощь и дипломатические инициативы, будут зависеть от его одобрения. По его словам, Киев не может рассчитывать на поддержку США до тех пор, пока Вашингтон не согласует ключевые решения. Трамп также выразил сомнения в действиях президента Украины Владимира Зеленского и подчеркнул, что США остаются главным арбитром в вопросах помощи и мирного урегулирования. Интервью выходят на фоне подготовки к потенциальной встрече между Трампом и Зеленским, где стороны намерены обсудить рамочный план по безопасности и восстановлению Украины. Политика отмечает, что такие заявления подчеркивают жесткую позицию Вашингтона и вызывают обеспокоенность среди партнеров США в Европе, поскольку ставят под вопрос традиционные принципы трансатлантической поддержки. Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Дональд Трамп может приехать в Украину для поддержки возможного мирного соглашения. В интервью Axios он сообщил, что Уитков и Кушнер готовы посетить Украину, чтобы представить детали мирного плана, который может предусматривать референдум по территориальным вопросам. Однако при необходимости свою позицию в Киеве может изложить и сам Трамп. Сама же встреча двух президентов намечена на это воскресенье во Флориде. Главная тема – обсуждение мирного плана, который почти готов и включает меры по безопасности и экономическому сотрудничеству. Как пишет издание, Россия согласна на перемирие, но ключевые вопросы по территориям остаются открытыми. Переговоры продолжаются, и окончательного соглашения пока нет, но встреча в Мар-а-Лаго может стать важным шагом на пути к миру. Украина, США и Россия действительно приблизились к решению для завершения войны. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Но при этом он подчеркнул, что украинский 20-пунктный план радикально отличается от предложений, которые Россия обсуждала с США. Мы видели, что вчера в украинских пабликах появились ссылки на план, состоящий из 20 пунктов. Мы знаем, что этот план радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной. Поэтому сегодня предстоит углубленный анализ итогов встреч во Флориде. Дискуссии проходят конструктивно. Но политическая воля оставаться в рамках заданных Анкориджем, она не просто базовая для нас, это императив. Мы не можем выйти за эти рамки, иначе это будет не просто неустойчивая договоренность, просто никакой договоренности получиться не может. А вот что думают киевляне по поводу предстоящей встречи Зеленского и Трампа, а также о ходе мирных переговоров.
Опрос на улицах украинской столицы провели журналисты агентства Reuters. К сожалению, надежды на то, что что-то изменится, осталось очень мало. Мой муж – военнослужащий, мой брат – военнослужащий. Поэтому мы надеемся, что что-то изменится, но только в нашу пользу. Мы не хотим терять или отдавать какие-либо территории. Я думаю, что кардинально ничего не изменится. Думаю, эти обстрелы могут продолжаться, но я очень надеюсь, что они станут менее интенсивными и постепенно затихнут. Думаю, что ничего не изменится. Ничего не изменится, и это будет просто поездка и все. Ну, россияне ничего менять не хотят. А то, что они требуют от нас, мы не принимаем. Штаты, как гарант нашей независимости и суверенитета по Будапештскому меморандуму, как наши гаранты, обещают нам все. Но что мы видим на деле, это лишь давление, ограничения по разведданным, ограничения на использование западного оружия на территории Российской Федерации. А что вы думаете по поводу переговоров? Поделитесь своим мнением в комментариях. В Москве бывший российский дипломат Арсений Коновалов приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за государственную измену. По версии ФСБ, Коновалов передавал секретную информацию американской разведке во время работы в США. Федеральная служба безопасности сообщает, что он был сотрудником Министерства иностранных дел и с 2014 по 2017 год находился в командировке в Соединенных Штатах, где, как утверждается, передавал сведения за вознаграждение. В марте 2024 года Коновалов был задержан. Коновалов занимал должность второго секретаря Генконсульства России в Хьюстоне. Российские власти квалифицировали его действия как тяжкую измену родине. В Киеве СБУ предотвратило заказное убийство офицера ГУР. Задержан 28-летний гражданин Центральной Азии, завербованный ФСБ через Телеграм. Киллер прибыл в Украину под видом туриста, получил данные о цели и пистолет. За убийство ему обещали $50 тысяч и легализацию в ЕС. На месте задержания изъято оружие и доказательства связи с ФСБ. Подозреваемый под стражей, ему грозит пожизненное заключение. Россия значительно увеличила производство вооружений с начала войны в Украине. Владимир Путин на заседании, посвященном развитию оборонной промышленности, заявил, что выпуск самых востребованных видов оружия с 2022 года вырос в несколько раз. По мнению Кремля, это демонстрирует результаты работы российской военной промышленности и ее готовность к дальнейшему обеспечению так называемой специальной военной операции. По сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно. Ракетно-артиллерийское вооружение в 9,6 раза. Техника связи и радиоэлектронной борьбы в 12,5 раз. Средства индивидуальной бронезащиты почти в 18 раз, 17,9. А средства поражения и боеприпасы более чем в 22 раза. Вот это все результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. Россия закрыла уголовное дело о крушении самолета азербайджанских авиалиний, который в декабре 2024 года был сбит российской ракетой. Об этом сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, решение о прекращении расследования вызывает у Баку очень серьезные вопросы. Азербайджанские власти уже направили официальный ответ российской стороне, подчеркивая необходимость выполнения ранее данных обязательств. Речь идет о обещаниях, которые дал Владимир Путин в октябре 2025 года. Тогда он признал ответственность страны за инцидент, пообещал провести правовую оценку действий всех должностных лиц и выплатить компенсации родственникам погибших пассажиров. Министр подчеркнул, что закрытие дела в России не снимает с Москвы международных обязательств и вызывает озабоченность по поводу дальнейших шагов в расследовании. Случай с лайнером «Азербайджан» стал одной из самых острых тем в российско-азербайджанских отношениях за последние годы. Закрытие уголовного дела усиливает напряженность и ставит новые вопросы о соблюдении прав пострадавших и компенсации их семьям. В Грозном на фоне закрытия в России уголовного дела открыли памятник жертвам авиакатастрофы рейса Баку-Грозный, сбитого над Чечней и потерпевшего крушение в Казахстане. Церемония прошла накануне годовщины трагедии в сквере имени Гейдара Алиева.
В мероприятии участвовали посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, глава Азал Самир Рзаев и представитель Чечни Галас Таймасханов. Рамзан Кадыров на открытии не присутствовал. По данным источников, его отсутствие связано с негласными договоренностями Москвы и Баку. Израиль стал первой страной, официально признавшей независимость Сомалиленда, самопровозглашенной республики на северо-западе Сомали. Премьер-министр Нетаньяху заявил о готовности сотрудничать с новой республикой в экономике, сельском хозяйстве и технологиях. Президент Сомалиленда подтвердил участие страны в соглашениях Авраама. Приятно с вами поговорить. И прежде всего хочу, чтобы вы знали, я подписываю прямо сейчас официальное признание Израилем Сомалиленда и его права на самоопределение. Наше сотрудничество является знаковым и историческим. Я очень рад и горжусь этим днем. Желаю вам и народу Сомалиленда всего наилучшего. Я думаю, это отличная возможность для расширения нашего партнерства. Мы намерены сотрудничать с вами в экономике, сельском хозяйстве, социальных проектах, во всех сферах, где можем оказать помощь. Мы верим в это и в наше сотрудничество. Я также должен сказать, что здесь, в Израиле, царит большое воодушевление. Хочу воспользоваться возможностью пригласить вас с официальным визитом в Израиль в удобное для вас время. Надеюсь увидеть вас здесь в ближайшее время. Это прекрасный исторический день. И, конечно, я сообщу Дональду Трампу о вашем желании присоединиться к соглашениям Авраама. Спасибо, мистер президент. Это великий момент и исторический день. Здесь присутствуют ключевые официальные лица, председатель партии и вице-президент. Мистер премьер-министр, я принимаю приглашение и готов приехать как можно скорее. Лодка с мигрантами затонула после выхода из Ливии, сообщает Евроньюз. На борту находились 117 человек. По данным правозащитной организации Alarm Phone, выжил только один мужчина. Судно вышло из города Зувара вечером 18 декабря. Через несколько часов погода резко ухудшилась, поднялся сильный ветер и волны, и лодка затонула. Alarm Phone потеряла связь с судном и несколько дней пыталась связаться с береговой охраной Италии, Ливии и Туниса. Во всех случаях им сообщили, что спасательные операции не проводились из-за плохой погоды. Единственного выжившего подобрал тунисский рыбак и доставил в больницу. Поисковые рейсы, включая воздушные, не обнаружили ни людей, ни обломков лодки. В организации заявили, что требуют разъяснений от властей и ответов для семей пропавших без вести. Южная Калифорния столкнулась с мощным штормом. Ливни вызвали масштабные наводнения и селевые потоки. В городе Сан-Бернардино сотни автомобилей тонули в бурных потоках воды. Очевидцы сняли, как машины пробираются по затопленным улицам, а здание заливает смесью земли и воды. Сейчас поток воды ослаб, но последствия серьезные. Дороги покрыты слоем ила, транспорт передвигается с трудом, а местные жители пытаются своими силами восстановить движение на улицах. Экстренные службы продолжают работать, спасая людей из подтопленных машин и помогая тем, кто оказался в зонах повышенного риска. Причина этого стихийного бедствия – сильнейший шторм, гигантская воздушная масса влаги с Тихого океана, которая продвинулась на побережье и накрыла большую часть агломерации Лос-Анджелеса. В горном курорте Райтвуд последствия оказались особенно разрушительными. Жилые дома частично оказались погребены под грязью и обломками. По словам представителей пожарной службы округа Сан-Бернардино, в течение дня пришлось реагировать на десятки вызовов. Спасатели вытаскивали людей из автомобилей, помогали добираться до безопасных мест и оценивали состояние жилья после стихии. Сильные дожди 24-25 декабря стали одним из самых интенсивных погодных явлений региона за последние годы. Последствия для инфраструктуры и безопасности остаются серьезными, а восстановление потребует времени. В Якутии в 6 районах – Усть-Алданском, Чурапчинском, Татинском, Мегино-Кангаласском, Амгинском и Горном – практически исчерпаны запасы угля на котельных. Причина – долги предприятий перед поставщиками. Министр ЖКХ Вячеслав Емельянов отмечает, что без федеральных субсидий восстановить топливообеспечение невозможно. Сейчас в регионе минус 42 градуса, а недавно зафиксирован рекордный минус 56. Жители рискуют остаться без тепла, власти ждут помощи от Минфина. В Праге сотни смельчаков отважились нырнуть в ледяную Волтаву. В традиционном рождественском заплыве в честь Альфреда Никодема приняли участие 330 пловцов. Температура воды едва достигала 3,6 градуса. Участники могли выбрать дистанции 100, 300 или 750 метров.
Традиция зимнего плавания в Праге ведет свое начало с 1923 года. И несмотря на мороз, она остается популярной и по сей день. Только что завершился 79-й мемориал Альфреда Никодема, в котором приняли участие 330 пловцов. 67 участников проплыли самую длинную дистанцию — 750 метров, и все они благополучно завершили заплыв. Погода была идеальной, светило солнце, а температура воды составляла 3,6 градуса, так что пловцы смогли насладиться освежающим плаванием в идеальных условиях. Я занимаюсь зимним плаванием уже более 30 лет. Это дает мне ощущение спокойствия и благополучия. А также я делаю это для психического здоровья. Это дает душе и телу чувство освобождения от негативных эмоций и стресса, который нас окружает и который мы никак не можем усвоить умственно. Вода просто забирает нервозность и стресс. Итак, сегодня я плаваю в 10-й раз. Всего я здесь 13 раз. А плаваю 10-й раз. Это потрясающе, красивая природа. Сегодня прекрасная погода. Абсолютно идеально. Вода ниже 4 градусов, так что это уровень чемпионата. Я не знаю, что такое простуда. Я не знаю, что такое кашель. Это просто здорово. Во второй день Рождества в Берлине решили избавиться от праздничных килограммов необычным способом. Более 100 любителей бега вышли на старт традиционного забега по перевариванию рождественского гуся в Груневальде. В рождественских костюмах Санта-Клаусов, ангелов и сказочных персонажей участники преодолели около 10 километров без хронометража и соревновательного духа. Главная цель – не скорость, а движение, общение и хорошее настроение. Забег по перевариванию гуся уже четверть века остается одной из самых необычных и теплых рождественских традиций Берлина, объединяя людей всех возрастов, даже в самый холодный зимний день. Да, после 25 лет я чувствую себя невероятно хорошо. Я каждый раз радуюсь, что такое событие может и имеет право проходить здесь, в Берлине, прямо в центре Берлина, посреди Груневальда. До стадиона Момзен 5 километров. И это чисто расслабляющий забег. Никаких чипов на ноге, никакого хронометража, просто бежим. Погода отличная. Минус 7 градусов, голубое небо, солнце, очень красиво. Рождественские гуси сегодня вечером еще впереди. Так что это, можно сказать, предрождественский забег по перевариванию гуся. Я вообще не ела гуся. У меня была утка и венские сосиски, картофельный салат, как это типично для Берлина в сочельник. В самом сердце Нью-Йорка, на историческом здании One Times Square, установлены новые цифры 2026 года, которые уже готовы засиять в канун Нового года. В этом году цифры окрашены в золотой цвет, впервые за всю историю, ведь раньше они всегда были черными. Каждая цифра высотой 7 футов, а всего на них установлено 594 световых LED-пуклы, которые могут менять цвет и синхронизироваться с хореографией знаменитого новогоднего шара. Под хрустальным шаром виднеется надпись «Америка 250» в честь 250-й годовщины основания Соединенных Штатов. Теперь остается только дождаться полуночи, чтобы увидеть, как цифры 2026 года засияют в национальных цветах Америки, открывая Новый год и новый исторический рубеж для страны.